Всем привет! Лодочный моторчик Suzuki DT15A, он же 9.9A, привезли к нам на обслуживание, опреснить после морской воды. И с еще одной проблемкой. Эти моторы сами по себе не ломаются, только если их не ломать. Этот мотор упал на бок, прямо на эту ручку. После этого ручка стала вот так болтаться, туда-обратно, вверх-вниз. Она работает, но болтается. С этой стороны есть такой ограничитель, который не позволяет запускать мотор при включенной передаче. Блокировка ручного стартера. И этот же ограничитель отвечает за то, чтобы на нейтральной передаче не могли газовать на полную. Газ не до конца открывается. Только если мы включим передачу, после этого мы можем дать полный газ. Этот ограничитель сидит на ручке, поэтому он тоже гуляет из стороны в сторону, болтается. Можно его отодвинуть и газовать в полную на нейтрале. Ничего не будет ему. Ручка переключения болтается, потому что сломались втулки. Кроме этого, отломался кусок поддона. Поддон пластиковый. Вот как это выглядит теперь. А вот как это устроено на таком же моторе, только целом и рабочем. Здесь стоят две втулки. Одна дистанционная. И такая же втулка находится под этой пластинкой, которая не позволяет ручке люфтить. Она здесь практически не двигается, только совсем чуть-чуть. Утолщение сломалось, и эти втулки уехали туда вперед по этой оси. С такой проблемой мы сталкиваемся уже не первый раз. Но это не проблема моторов Suzuki. Это из-за того, что мотор роняют, он падает на этот бок и ломается пластик. В принципе, переключение передач вполне исправно работает. Но владелец просил устранить эту болтанку. Новый пластиковый поддон на Suzuki 15A стоит 18 тысяч. И для его замены требуется снятие двигателя, замена прокладки под двигателем. Но у нас есть идея, как сделать этот ремонт дешевле, без замены поддона и без снятия двигателя. Мы сняли карбюратор, стало все видно намного лучше. Вот этот сломанный кусок. А вот эти две втулочки, которые съезжают из-за того, что у них сломался упор. В этом месте находится стопор. Мы его снимаем и вынимаем ручку переключения передач. Снаружи втулка круглая, внутри квадрат. Сейчас нужно подумать, как нам сделать нашу втулку. Сломанный кусок можно попробовать как-то приклеить или припаять. Но мы сделаем заглушку. На нашем 3D принтере мы изготовили втулку, которая будет надеваться на квадрат и будет служить заменой оригинальным сломанным втулкам. Можно сильно не заморачиваться, изготовить эту же втулку, но на токарном станке, и вместо квадрата сделать отверстие, которое также с натягом будет надеваться на этот квадрат. Либо заказать и ждать оригинальные втулки. А вот сюда, чтобы закрыть эту дыру, мы подобрали резиновую заглушку. Это заглушка от какого-то Mercury. Здесь есть каталожный номер, только нужно увеличить диаметр этого отверстия. И она сюда почти идеально подойдет.
Вот такая получилась заглушка. В принципе, можно было и не заморачиваться, но могли поступать брызги под колпак через эту дыру. Втулка работает. Переключение передач работает. Уже ничего не люфтит. Двигается только поддон вместе с ручкой. Все стало единым целым. Осталось поставить карбюратор, обслужить мотор, и все готово. На нашем канале есть краткий обзор на этот лодочный мотор. Всем пока. И не забудьте оставить отзыв об этом лодочном моторе, если вы являетесь или являлись его владельцем.